Всем привет, с вами Артем, город Сума, Украина. Сегодня я вам расскажу о такой проблеме, как неработающий плагин YouTube на спутниковом ресивере. При попытке запуска плагина мы получаем такую вот ошибочку. Объясню, почему это происходит. Есть такая вещь, как API-ключ. Разработчик плагина зашил в настройки свой ключ, и по мере того, как плагин становится популярным, он расходится между пользователями таких вот приставок. Такой ключ имеет суточную квоту, и по мере того, как пользователи подключаются к серверу, эта квота выбирается. И после того, как она закончилась, YouTube перестает работать. Через сутки ключ обнуляется, и на следующий день с утра, возможно, плагин еще будет работать. Но после обеда, как правило, он отключается. Наша задача заключается в том, чтобы создать свой собственный API ключ и прописать его в настройки плагина. Плагин с фида с extensions нам не подходит. Чуть позже объясню почему. Поэтому мы его удаляем. И устанавливаем плагин от TAP. Ссылочку на плагин я оставлю под этим видео. Перезагружаем ресивер. Моя конфигурация ресивер DreamBox 900, image OpenATV 6.4. Плагин появился, но он также не будет работать. Смотрим в настройках свой IP-адрес и подключаемся к ресиверу через FTP. Итак, подключаемся через FTP к ресиверу. Заходим в папочку User, Lib, Enigma 2, Python, Plugins, Extensions, папка YouTube. И здесь нас будет интересовать файл YouTube UI. Именно вот этот. В сборке, которая находится на фиде, этого файлика нет. И, соответственно, заменить ключи не получится. Для этого мы, собственно, переустанавливали плагин. Копируем на компьютер и начинаем создавать API ключ. Заходим на страничку консоли разработчиков. Раздел учетные данные. Нас будет интересовать поле ключей API и идентификаторы клиентов. Сначала создаем ключ API. Ключ создан. Обратите внимание, здесь оранжевый треугольник. Это означает, что нужно установить ограничения для ключа. Нажимаем кнопочку «Редактировать». И выбираем «Применить ограничения для ключа». В выпадающем списке выбираем YouTube Data API Version 3. Сохранить.
После установки ограничений у нас появилась вот такая зеленая птичка. Ключ создан правильно. Теперь создаем идентификаторы клиентов. Я пользуюсь мастером для этого. Мастер создания учетных данных. Здесь устанавливаем API для YouTube. Здесь выбираем другое с интерфейсом пользователя. Это принципиально, я пробовал другие меню, и YouTube не работал. Я получал краш экранчик на ресивере. Не знаю почему, возможно недоработка плагина, возможно он работает только вот с такими настройками. Выбираем. Здесь ставим данные пользователя. Имя оставляем как есть, это не принципиально. И нажимаем создать идентификатор. Готово. Наши ключи созданы. Давайте теперь пропишем в конфигурационный файл плагина. Это можно сделать или через текстовый редактор, найти здесь строчки. Но это неудобно. Я использую Eclipse. Это среда для разработчиков Python. Запускаем Eclipse. Долго загружается. Так, вот он загрузился. Открываем наш скачанный файл. И ищем поле с API ключом. Вот секция, которая нас будет интересовать. Первая строчка это API ключ, вторая строчка это API Client ID и третья API Client Secret. Берем полученный нами ключ, кнопочка копировать, нажимаем. Ключ скопировался в буфер обмена. Выделяем ключ, кавычки оставляем нетронутыми. Вставляем. Вставляем идентификаторы клиентов. Заходим через справку. У нас есть два поля: идентификатор клиента. Это строчка Client ID. И секрет. Итак, поля заменены. Сохраняем файл. И загружаем обратно отредактированный файлик с заменой. Давайте перейдем к ресиверу и посмотрим, что у нас получилось. Я перезагрузил ресивер. Давайте попробуем, как это работает.
Есть загрузочка. Видео открываются. Теперь я покажу, как подключить свои подписки, то есть фиды. Заходим в опцию меню и выбираем логин on Startup. Здесь идет запрос, есть ли у нас подключение к интернету и есть ли у нас YouTube аккаунт. У нас есть YouTube аккаунт, нажимаем Yes. Yes. На экране выводится секретный код. Мы его запоминаем, можно сфотографировать на телефон для удобства. И перейдем по ссылочке, которая здесь указана: google.com/device. Ресивер оставляем включенным с этим кодом. Итак, давайте активируем наши фиды. Ссылочка Google Device. Появившееся поле вводим код, который был на экране телевизора. Выбираем аккаунт, под которым мы будем заходить. Здесь появляется окно с предупреждением, что приложение не проверено. Это означает, что Google не знает наш плагин и, соответственно, он нас об этом предупредил. Нажимаем дополнительные настройки. И выбираем перейти на страницу YouTube Add-on. Здесь нажимаем разрешить. Нам должно прийти письмо на электронную почту, где нужно подтвердить, что эти действия совершили мы. Система безопасности прислала чего-то. Наверное, уже... вот, нету, письмо открыл. Еще разок обновлю. Ну, будет письмо, нужно подтвердить, что это действительно мы. Давайте перейдем к ресиверу и посмотрим, заработали ли наши фиды. Так, окошко с экрана исчезло. Просит оставить, просит сохраниться. Окей. Вот появился раздел My Feeds. Все, подписочки загружаются. Собственно, плагин работает, фиды работают. Наша задача выполнена. При подготовке этого материала я использовал разные источники, в основном с иностранных сайтов. Поэтому считаю нужным оставить коротенькую инструкцию для иностранцев. Возможно, это кому-то будет полезно. Short explanation for foreigners. My configuration is Dreambox 900. The image OpenATV 6.4 with last updates. First step, you have to delete YouTube plugin by extensions and set up plugin by tab.
I put all under my video. Next step, you have to create your own API key and authorization keys. Connect to receiver through FTP and download configuration file on your PC. For comfortable work, I use Eclipse. It's software for Python programmers. After getting API key, you have to change string number 129, 130 and 131. When you create your API key, you have choose permission for YouTube add-on version 3. When you create keys for authorization, you have choose the option for application with dialog window for users. After changing configuration file, download it back into receiver and restart your receiver. For connect your feeds, in menu choose login with startup. When you get code on your TV, go to the Google and in menu Google device put your secret code. After that restart your plugin and enjoy. The aim has been achieved.